Приветствую всех в очередном выпуске рубрики «Взгляд под капот». Сегодня будем рассматривать Dinko Blista Compact. Довольно интересная машина, на которую недавно были тесты на канале. Если кто-то не видел, ссылка вверху экрана в описании. Настоятельно советую посмотреть. А теперь давайте немножко познакомимся с самой машиной. Dinko Blista Compact относится к классу спорткары. Не спрашивайте меня, почему это так, это вопрос к Rockstar, потому что она больше похожа на компакт. На данный момент в игре стоит $0 GTA, но полная ее цена $42 тысячи GTA. Машина спавнится в игре в районе Ранчо и возле Мейс-арены. Иногда стоит на стоянках возле теннисного корта на пляже Веспуччи. Но бывает это довольно редко. На ней можно покататься, но в гараж поставить ее нельзя, можно только купить. Скорость на момент замеров последних при полном тюнинге составила 171,3 км в час. Не так уж и много для машины, которая заявлена как спорткар. Ну а теперь давайте посмотрим, что же у нее за шильдики написано на корпусе. На капоте решетки радиатора только логотип производителя и название модели. Из-за низкого разрешения надписи долго не мог разобрать, что же здесь написано. Вы не поверите, это просто надпись Dinko. Вот так вот, браво, Rockstar. Гипердинамичная и спортивная, и также название Blista. Звучит многообещающе, будем смотреть, так ли это на самом деле. Просто логотип производителя. Эта надпись означает неизменяемые фазы газораспределения. Но звучит как степ, потому что обычно именно пишут изменяемые фазы газораспределения для улучшения показателя работы двигателя. Rockstar над нами прикалывается. Ну, почему бы нет, имеют право. Этот шильдик говорит нам о том, что под капотом стоит двигатель объемом 1,4 литра и то, что он инжекторный. На всех колесах стоят дисковые тормоза, и это вся информация, которую мы узнали о машине. Привод только на переднюю ось, а это означает, что двигатель должен располагаться поперек капотного пространства. Для создания этой машины Rockstar вдохновлялись внешним видом дизайном Honda CR-X, которая выпускалась с 1983 по 1987 год. Это так называемое первое поколение. Было и второе, но мы сейчас говорим не про него. В Honda проявили большую сознательность и свою машину не назвали спорткаром. Они называли ее хэтчбеком, ну что-то ближе именно по размеру к компакт-карам, но никак не к спорткару. Первое поколение машин оснащались исключительно рядными четырехцилиндровыми двигателями, они были инжекторными. Начинался модельный ряд с двигателей объемом 1,3 литра, это был экономический вариант, меньше 60 лошадиных сил. Сами понимаете, для спортивного хэтчбека это явно маловато. Уже более убедительно выглядит двигатель D15A2, который составлял объем 1,5 литра, мощностью до 76 лошадиных сил, но турбина на него не ставилась. Тем не менее, 76 лошадиных сил, это уже гораздо лучше, чем 60. Уже что-то больше похоже на спортивность. Ближе к концу выпуска машин первого поколения ставился двигатель D16A1, уже объемом 1,6 литров. Этот двигатель можно было разогнать до 135 лошадиных сил, что, согласитесь, уже гораздо серьезней. Для этого двигателя существовали официальные комплекты с возможностью установки компрессора. Приступим. Первое, что отмечу, двигатель расположен поперечно, то есть как и должен быть расположен при переднем приводе. Это хорошо, все соответствует правде. Если мы посчитаем подводящие и выхлопные трубки, то получится 4 цилиндра, тоже соответствует действительности.
К сожалению, объем двигателя мы посмотреть никак не сможем. Будем считать, что это стоит максимально возможно 1,6 литра. Зачтем в плюс Rockstar. Интересно, а это что здесь такое? Внешне похоже на компрессор. Про него снова на шильдиках не было сказано. Ну, пусть будет бонусом. Тем не менее, приятно. Спасибо, Rockstar. Не могу сказать, что под капотом Dinky Blister Compact все расположено именно так, как хотелось бы, но сделано довольно аккуратно. Ничего нигде не висит, лишнего ничего нету, ниоткуда не торчат никакие кривые совершенно полигоны. Вполне обычное подкапотное пространство, довольно аккуратное. И даже распорка двигателя на картину не портит. Обычно ее ставят, чтобы скрыть какие-то косяки, но тем не менее я никаких косяков не заметил. Тоже зачтем в плюс Rockstar. Молодцы, ребята, в этот раз постарались. Если посмотреть тесты, которые вышли раньше на эту машину, то не такая уж она и плохая, как могла бы быть, потому что в GTA 5 Online переднеприводные машины реализованы довольно-таки плохо и слабо. Но однако Rockstar все-таки постарались, они дали ей вполне плохое управление, и она очень близко реализована по внешнему виду и по подкапотному пространству со своим аналогичным образцом из реальной жизни. Если видео вам понравилось, пожалуйста, поставьте лайк, сделайте репост, что поможет продвижению канала. Если кто-то хочет оказать каналу помощь для развития, либо выразить свою благодарность, ссылочка к этому можно сделать будет в конце экрана, ну и в описании она тоже присутствует. На этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо, всем до новых встреч. Пока-пока.